Я начинаю с первой петельки и создаю цепочку из 4 воздушных петель. Начинать буду вязать стельку с пятки. 2, 3 и 4. Вот такая цепочка. Я не ввожу крючок в первую заднюю перемычку по косе, а ввожу сразу во вторую. И таких перемычек у меня 1, 2, 3. Ввожу во вторую и провязываю обычный столбик без накида. Эта петля у меня будет петлей подъема, так как я здесь пропустила. Вот она, на боку оказалась. Теперь в следующую, во вторую. И в третью я провязываю 3 столбика, чтобы повернуть на другую сторону. 1, сюда же 2 и 3. Край нити пусть остается, мы позже его спрячем. И здесь в противоположную, которая была второй центральной, то есть сюда на повороте я провязала 3, в следующую крючок ввожу в полную кромочную косу 1 столбик, в следующую еще 1. Вот что получается. Повернула, провязала 2 столбика и здесь в боковую, вот в петлю подъема в прошлом ряду я вставляю крючок и провязываю еще 1 столбик. Готово. Теперь делаю петлю подъема, переворачиваю и обратным рядом ввожу крючок в полную косу кромки в обе петельки, вяжу обычные столбики без накида. 1, 2, 3, 4. И вот получается почти в бок. Вот здесь такая косичка подъема позапрошлого ряда. Я ввожу крючок и провязываю 5 столбик. Теперь делаю петлю подъема воздушную, переворачиваю. Вот такая округлая пяточка у меня получилась. И начинаю вязать туда-обратно 5 столбиков без добавлений и убавлений на нужную мне длину. Нужный размер стопы у меня 26 сантиметров. Я от этого числа вычитаю 2 сантиметра, которые мне даст обвязка. Получается 24. Вот сейчас я вяжу 24 делю пополам до 12 сантиметров. То есть это часть пятки до того момента, когда стелька начнет расширяться. Мне нужно вязать туда-сюда, туда-сюда до того момента, пока около 12 сантиметров у меня не будет. У вас это своя цифра. Все, продолжаю. Я провязала 11 рядов вместе с вот нулевым вот этим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И у меня уже 12 сантиметров, необходимый мне размер. У каждого он свой. Стелька в ширину 6 сантиметров. У меня 5 столбиков в ряду. Но за счет обвязки будет примерно 8. Сейчас это учтите. Теперь я буду расширять мою стельку. Уже петля подъема провязана. И в первую я вяжу 2 столбика. То есть в этом ряду я сейчас добавлю 1 столбик с одной стороны и 1 столбик с другой стороны. Теперь вяжу 1, 2, 3. И в последний снова вяжу 2. 1, 2. У меня получается 7 столбиков теперь. Делаю петлю подъема, переворачиваю и просто обратный ряд.
Я не вытягиваю кромочные петли, чтобы у меня по изделию не было лишних больших отверстий. Это тоже учитывайте, чтобы стелька была аккуратная и ровная. Итак, 7 столбиков обратного ряда провязано. Делаю воздушную петлю, петлю подъема, переворачиваю. И здесь теперь я добавлю еще одну петлю на ширину в центр. Вяжу 1, 2, 3, исходя из того, что у меня их 7. В четвертую провязываю 2 и продолжаю по одной. 1, 2, 3. Делаю петлю подъема. Готово. Я добавила на расширение стельки 3 петли, 2 в одном ряду и через еще один ряд еще одну. Сейчас ширина стельки 8 столбиков, и так продержится на протяжении того момента, когда мне нужно будет делать убавление для острого носика. Как вычислить это расстояние? Мне нужно провязать от момента начала добавлений, вот у меня уже 3 ряда. Здесь у меня было 12 сантиметров, исходя из моей длины стопы, и 11 рядов. Вот нужно немножко меньше и начинать делать убавление. То есть вот 11 рядов, я вяжу 10 рядов вместе с вот этими 3, то есть тогда, когда я начала увеличивать ширину стельки. То есть еще 7 рядов туда-обратно мне нужно до того момента, когда я буду вывязывать острый носик. Я вяжу, не вытягиваю кромочную косу, чтобы по стельке не было лишних отверстий. Еще 7 рядов. Всего у меня будет 11 по узкой части и 10 по расширенной, 21 ряд. Готово. У меня 21 ряд провязан. Здесь я закончила 8 столбиками после того, как 3 добавила на расширение стопы. И обратите внимание, длина стельки у меня 23 сантиметра. Я вычисляла для себя длину стельки 24, желаемая 26 минус 2 сантиметра, которые даст обвязка. Но сейчас мне еще не хватает. Но уже сейчас мне нужно делать убавление, потому что острый носик тоже даст определенную длину, но он будет не весь заполнен стопой из-за вот формы носа. Итак, сейчас у меня 23 сантиметра из необходимых 24, и я начинаю делать убавление. Я сейчас сделаю одно убавление в середине стельки, то есть вяжу 1, 2, 3 столбика, на 4, 5 ввожу крючок, не провязывая, 2 провязываю как 1 и продолжаю до конца ряда. 1, 2, 3. Готово. Пошло сужение. Делаю петлю подъема, переворачиваю. И уже в следующем ряду также делаю убавление. В первый столбик не провязываю, второй, провязываю их вместе. Убавка будет в начале ряда и в конце. Вяжу до конца, где 2 столбика провязываю вместе. Вот снова вытаскиваем, еще один. И провязываю их вместе. Делаю петлю подъема, переворачиваю. Итак, я вернулась к своим 5 столбикам
И здесь мне тоже нужно стремительно уйти на сокращение. Поэтому я вяжу столбик 1, 2, и в центре примерной стельки снова 2 провязываю вместе. Вот так. И еще один. Делаю петлю подъема, переворачиваю. Здесь снова делаю убавки. В начале ряда 2 вместе. И уже получается здесь конец ряда, тоже 2 вместе. 4 петли я провязываю по 2 вместе подряд. Делаю петлю подъема, переворачиваю. Осталось у меня 2 петельки. Их провязываю тоже 2 вместе. Все, носик закрыт, нос заострен, стелька готова. Переходим к обвязке. Обратите внимание, у меня всего 26 рядов получилось. При этом сейчас длина стельки 28 сантиметров, хотя мне нужна была 26 вместе с обвязкой. Но за счет того, что этот острый нос не весь будет эффективно использоваться, эти лишние 2 сантиметра потом уйдут. Итак, я сейчас перехожу на обвязку всей стельки по кругу. Ввожу крючок сюда же, куда вводила, провязывая последний столбик. И сейчас у меня по краю крючок будет входить, один столбик выходить из одного ряда. То есть по обвязке одному ряду будет соответствовать один столбик. Здесь мне важно не образовать никаких новых петель, потому что 2 стельки, которые я буду сшивать между собой, должны быть одинаковые. Итак, я продолжаю обвязку до пятки. Ввожу крючок напротив каждого ряда 1 раз. Я сейчас в районе пятки, и здесь мне нужно повернуть. Поэтому я ввожу крючок в угол стельки и провязываю с этого отверстия 2 столбика, чтобы аккуратно сделать закругление. Теперь еще 2 по заднику. И в следующий поворот тоже 2. 1 и 2. Теперь у меня здесь край нити, который я при обвязке сейчас ввяжу в полотно. Продолжаю вводить крючок напротив каждого ряда и при этом прячу кончик начала до этого момента. Я дошла до угла, до острого носа моей стельки, отрезаю с небольшим запасом нить. Здесь я на поворотах ничего не добавляла, не провязывала 2 в 1. Вытягиваю рабочую нить и вот в первую косу начала обвязки увожу этот край, хорошенько подтягиваю и увожу его обратно в исходное. Все, готово. Точно так же я вяжу вторую стельку, но там уже рабочую нить не отрезаю. Хорошенько отпариваю, даю изделию остыть и высохнуть. На этом этапе изготовления стелек важно понять, двойная у вас будет вязаная подошва или одинарная. У меня на канале есть видео по изготовлению тапочек, где к одинарной подошве я приклеиваю пористую резину. Здесь для вас я оставлю ссылку, можно перейти, сделать приклеенную подошву и вернуться для изготовления верха. А для тех, кто вяжет подошву двойную вместе со мной, я буду сейчас 2 половины сшивать между собой. Кончик этот я спрячу,
На другой стельке у меня рабочая нить не отрезана. Способ, которым я буду сейчас сшивать между собой две стельки, я взяла на канале у Надежды. Канал по вязанию Надежда Лаб. Итак, здесь я сейчас оставляю ссылку на ее видео. Также оставлю информацию в инфобоксе. В каждом ее видео есть что-то интересное и полезное. Итак, здесь, где не отрезан край нити, я ввожу крючок в полную кромочную косу начала обвязки и вытаскиваю сюда. Сейчас пойдет обвязка. Беру второй крючок, в то же самое отверстие, в вершину угла я вставляю крючок с другой стороны. Стельки я приложила друг к другу изнанкой. И вытаскиваю. Вот она, рабочая нить. Она все время как бы внутри. Теперь ввожу следующую косу кромки, вытаскиваю, делаю соединительный. Здесь то же самое. Вытаскиваю, делаю соединительный. У меня и по одной, и по другой стороне стельки образуется декоративная косичка обвязки. Будет смотреться очень аккуратно и красиво. Продолжаю вводить поочередно крючками и сшивать между собой две половины. Такие соединительные стежки пройдут по всему периметру стельки. То есть выполняю сейчас эти движения до этого момента. Я подошла к завершению обвязки, отрезаю нить с небольшим запасом. Здесь край рабочей нити с этой стороны. Я увожу его сюда, вытаскиваю, делаю имитацию соединения с первым стежком обвязки и увожу снова в исходную. Готово. Здесь вот получилось все завершено. Теперь вставляю последний стежок, увожу сюда и в эту петельку. И здесь делаю то же самое, имитацию соединения в первый стежок и увожу в исходную. Здесь прокалываю всю толщину подошвы. Увожу нить на ту сторону, где будет пришиваться верх тапочка. Этот край также спрячется. На этом этапе можно еще раз хорошенько отпарить и дать остыть. Готово. На данном этапе длина моей стельки составляет 28 с небольшим сантиметров. Несмотря на то, что делаю изделие на размер стопы 26 сантиметров. За счет обвязки носа и за счет того, что нос у меня заострен, у меня будет нужный размер тапочка 26. Если вы делали расчеты, как я, и отталкивались от необходимых мерок, то у вас тоже все получится. Сейчас не пугайтесь, что размер стельки больше необходимого. Итак, я сейчас намечаю места, где будет начинаться пройма моего тапочка. Немножко делаю ниже, так как тапочек будет немножко открываться. Вот прибавление по моей стельке. Я вставляю маркер в следующую пару рядов. Вот сюда. И на противоположной стороне сюда. Сейчас я посчитаю количество петель от маркера до маркера. Включая маркированные петли, у меня 36 петель. Обращаю ваше внимание, что
четное количество. Итак, на этом этапе тоже кажется изделие достаточно закрытым, но это обманчиво, потому что пройма будет немножко открываться вперед. Я вставляю крючок в маркированную петлю, вытаскиваю рабочую нить. Таким образом, край нити сейчас ввяжу в полотно, чтобы потом его не прятать. Ввожу крючок в следующую кромочную косу обвязки. Крючок будет входить вот в верхнюю кромочную косу за обе петли. Вытаскиваю рабочую нить, провязываю столбик. И так продолжаю до следующего маркера по той стороне и задействую также маркированную петлю. Здесь на носике также край нити продолжаю ввязывать в полотно. Ввожу крючок в косы обвязки и прячу по этой стороне вот эту нить. Я дошла до маркера, вытаскиваю его и в то место, где он был, ввожу крючок последний раз, вывожу последний столбик, без петли подъема здесь, переворачиваю и ввожу крючок не в первую, а во вторую, чтобы немножко край этот был скошен. И продолжаю обвязку в обратную сторону. Здесь я тоже не дохожу до конца, последний раз ввожу крючок и провязываю столбик в предпоследнюю. То есть вот у меня еще впереди одна и та, которая была подъемом в самом начале. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытаскиваю край и здесь делаю соединение в первую и увожу в исходную сюда. Готово. Этот край нити сейчас спрячу вовнутрь и можно подшить его. Сейчас я отвлекусь на изготовление декоративных кисточек, потому что они ввязываются вверх тапочка. В моем случае держатся на металлическом колечке. Я приготовила 16 отрезов нитей, примерно по 15-16 сантиметров, 2 из которых вставляю в кольцо. У меня кисточки будут двойные. Также ссылку на подробное видео по изготовлению кисточек из пряжи я оставлю под этим видео. Итак, теперь по 4 ниточки я прикладываю к одному отрезу нити и крепко-крепко связываю на узел, примерно в центре. Готово. Поправляю колечко, складываю так пополам, чтобы узелок был внутри. С этой стороны делаю то же самое. 4 ниточки в районе центра, крепко связываю. Готово. Поправляю так, чтобы узелок оказался внутри. Теперь поочередно каждую перевязываю оставшейся ниточкой, так чтобы срез скрученность нити была внутри, на лице все было аккуратно. Связываю между собой в верхней части кисточку, так, чтобы узелок пришелся на сгиб нитей. Крепко-крепко на узел.
Здесь поправляю ниточки, тяну их, чтобы кисточка была ровная и аккуратная. Готово. С этой стороны делаю то же самое, чтобы на лице не было узла, а он был внутри с одной стороны у обоих. Крепко на узел. Готово. Поправляю. Теперь одна нить висит в общей массе, а другая торчит. Ее провожу насквозь по центру кисточки на лицо. И увожу под обвязку вниз. С другой делаю то же самое. Осталось изготовить треугольную часть верх тапочка. Я делаю первую петлю, делаю 2 воздушных, 1, 2. Теперь в заднюю перемычку, пропуская первую, ввожу крючок, провязываю столбик без накида. Готово. Теперь снова сюда же еще один. Делаю петлю подъема, поворачиваю вязание и вяжу 1, 2 и во второй провязываю 2. Делаю петлю подъема, переворачиваю. И здесь в первой вяжу 2 столбика, добавляю в начале, потом одинарный, и в третий тоже вяжу 2, то есть добавляю в конце. Делаю петлю подъема, поворачиваю. Вот такой треугольник у меня получается. Теперь я буду добавлять в каждом ряду по одному столбику. И это добавление будет приходиться в конец ряда. Сейчас я вяжу как есть, 1 в 1. У меня получается 4 столбика. И в пятый я провязываю двойной. 1 и сюда же 2. Петля подъема. Поворачиваю и вяжу обратно, и в конце снова добавляю. Так мне нужно вязать, пока у меня не окажется в ширину 8 столбиков. Это столько же, сколько по широкому месту по стельке. Вяжу туда-обратно, в последнюю петлю всегда провязываю двойной столбик. Готово. У меня 8 столбиков в ширину моего треугольника. И теперь я вяжу без добавлений, ряд за рядом по 8. Мне нужно количество рядов, которое соответствует количеству петель пришивания. Сейчас мы их определим. Итак, здесь у меня четное количество, я напоминаю. Я вставляю маркер не в крайний, а на шаг вперед. Здесь пришьется, и с этой стороны аналогично. Не в крайнюю, а на шаг вперед, ближе к носу. И здесь. И пересчитываю количество петель. У меня получается 30 от маркера до маркера, включая маркированные. То есть 15 с одной стороны нахожу центр, 15 с другой. Треугольник я буду вшивать таким образом, поэтому мне нужно, чтобы у меня получилось по 15 с каждой стороны.
будет соответствовать каждому ряду один стежок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И с этой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжу до того момента, пока с каждой стороны не будет по 15. Без добавлений. 8 столбиков в одну сторону, 8 в другую. До окончания мне осталось пара рядов, поэтому сейчас мне нужно ввести кисточку, то есть вязать эти колечки. Что я делаю? Прикладываю их таким образом, чтобы узелки были внутри изделия, а на лице было все аккуратно и красиво. И увожу рабочую нить через это кольцо. Провязываю. Все, и продолжаю вязать ряд. Готово. Если пересчитать от угла ряды, или куда я смогу ввести крючок при пришивании, у меня 15 отверстий вместе вот с последней петлей. Здесь 15 от угла и здесь одинаково. Вытаскиваю крючок, вытаскиваю маркер, вставляю вместо маркера крючок и вытягиваю эту петлю сюда. Увожу рабочую нить, подтягиваю и делаю первый столбик. Вот так. Теперь прикладываю и ввожу крючок в отверстие, соответствующее следующему ряду, а здесь в следующую петлю. Потуже подтягиваю и провязываю столбик. И так стежок за стежком до угла, до острого носика моего тапочка. Я подошла к тому моменту, где у меня 15-я петля с этой стороны, а следующая 15-я с другого края. И отверстия в углах тоже соответствующие. Я вытаскиваю один и здесь же вытаскиваю второй. То есть эти две петли, 15 с каждой стороны, я провязываю вместе одной, еще немножко заостряя свой носок. Край начала я тоже ввязываю в полотно и продолжаю по другой стороне до маркера. У меня остался последний и предпоследний стежок. Я удаляю маркер. И вставляю крючок сюда, по этой стороне, последний раз. Теперь перейду на обвязку этого края. Вставляю в кромочную косу полную крючок и просто соединительными стежками прохожусь. До этого края. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытаскиваю. Здесь делаю имитацию стыка в первую косу, сшивание деталей. Увожу и увожу в исходную сюда. Здесь с помощью иглы сейчас по изнанке край нити спрячу, точно так же можно будет его подшить. Первый готов, второй вяжется точно так же, без отличия правого от левого. Готовы оба моих тапочка, такие домашние, уютные и очень удобные.
Здесь для вас оставлю ссылку, а также все необходимые ссылки оставлю в инфобоксе. Как еще можно защитить трикотажную вязаную подошву, не приклеивая пористую резину? Она станет более износостойкая и зафиксируется ее форма и размер. То есть тапочки не растопчатся, не разносятся, будут служить вам очень долго и радовать вас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!